И всем привет, с вами Skfly, и сегодня у нас реакция на видео по Хейтейлу от Сокол Хейтейл. Всем приятного просмотра, не забывайте поставить лайк на вот эту вот реакцию, чтобы продвигалось видео. Все, приятного просмотра, ну а мы начинаем Дождались смотреть. финальный пререлиз версии номер 5. Да, у нас выходит версия 0.5.0, и это уже 9-й пререлиз для нее. На протяжении, получается, 9 недель нам выпускают различные пререлизы, в которых выпускают больше технические изменения. Но в этот раз нас, так сказать, Ну да, прошлые, все кстати... технические Сейчас. обновления Прошлые, да, почти. есть такое, что слишком эти технические, чем геймплейные. Обошли стороной и добавили, правда, интересные вещи, которые уже будут в новом релизе под версией 0.5.0, которая выйдет во вторник. Буквально остается ждать, всего лишь дней 5. Чтобы не пропустить. Ну да. Я, кстати, жду вот это обновление, потому что как раз хочу создать этот сервер, там, где игроки смогут креативить, можно так сказать. Там будет креатив, и вы можете строить всякие постройки на своей платформе. Ну, я, если что, на это видео снимал. Можете посмотреть. Полный обзор версии номер 5, советую подписаться на этот канал, также поставить лайк. Ваша активность И также на мой канал, если что. И давайте наберем 5 лайков, чтобы была какая-то активность на вот этой вот видео. И ему, кстати, комментарии от меня напишите, если сможете. под видео, правда, мотивирует снимать дальше. Я стараюсь записывать гораздо больше контента, как вы можете заметить, у нас и обзоры серверов, и выживаний, и очень много всего интересного происходит. Совсем скоро будут еще дополнительные обзоры с модами. Ну что, долго не... Но сейчас, кстати, вообще нету нормальных серверов рабочих. Именно русских, а не английских. Чтобы, например, видел, что КС какие-то эти карты есть, но, блин, вместе не могут создать русскую карту какую-то классную, чтобы русские игроки смогли заходить. Буду тянуть, переходим к самому обновлению. Если вы искали действительно живой RPG-сервер в Hytale, Так, тихо, тихо, тихо. Мне не платили за это, самый такой что. неинтересный, наверное. В Hytale были добавлены еще новые языки. Первый — это упрощенный китайский, а также был добавлен сообщественный перевод. Кстати, украинский тоже добавили. Это, очень редко, когда добавляют в такие эти игры украинский язык. То есть это когда переводят игроки. Это зачет, прям плюсик. Функция называется CrowdIn, и там был добавлен голландский, финский, итальянский и норвежский язык. В общем, игра приобретает гораздо больше языков, это очень прикольно. Это больше популярности дает. классно, означает, что гораздо больше игроков начинает играть в эту игру по всему миру, не только условно СНГ и какая-нибудь там, допустим, Америка, а гораздо-гораздо больше, и это очень классно. Ну а главное изменение нас коснулось именно вот здесь, да, где находится ваш персонаж, где у нас есть менюшка, и есть такая кнопочка серверы. Да, нам обновили и добавили вообще, по сути, Так, смотрим, что добавят. Это у нас приват какой-то. Favorites, это, короче, понравившийся, если я не ошибаюсь. Recently played, не знаю, что это такое. Discover, тоже не знаю. новый встроенный браузер серверов. Здесь вы можете искать сервера, сюда вы можете добавлять свои любимые. Сюда, кстати, как раз наш сервер попадет, если что. Мы добавим его. Сервера. Сюда можно добавлять сервера, в которых вы недавно играли. И приватные сервера, то есть когда вы их добавили. По сути, я так понимаю, приватные сервера, я что понял. вы можете переносить сюда свои сервера, favorites, да? Но почему-то пока что это никак не работает, то есть функционала я пока что не вижу, но, скорее всего, нужно будет их искать вот здесь. Вот, понятное дело, их пока что нет, потому что версия находится в пререлизе, и пока что тут серверов, в принципе, нету. Но я так понимаю, что вы вот здесь вот можете искать. Также у вас есть фильтр, то есть... И, кстати, классно, что по тегам можно будет искать. Это очень круто. Аудитория. Какой серверный тип? Выживание, RPG. Прикольно. Даже мини-игры или какой-то ролеплей есть. Даже, не очень популярный.
Вот это у нас креатив будет, если что. Вот в этом разделе, если что. И в PvP, мини-игры, ролл-плей, социальные, сэндбокс и другие. В общем, очень классно. Также здесь есть регионы, то есть, чтобы у вас был хороший пинг, вы можете поставить, допустим, условно, EU West, наверное, да? Или, допустим, Азию, то есть почекать, где у вас лучше всего пинг, найти... Было бы прикольно, если справа писался пинг, как в Валоранте, например. Чтобы какой-то сервер выбрать, самый такой подходящий для меня. Нужный сервер. В общем, мне очень нравится. Также здесь, понятное дело, есть поиск, то есть вы можете писать и искать сервера, и потом уже добавлять. Здесь еще так... Ну, по названию, да. Если что, наш сервер будет Dragon Games и будет креатив. Также показываются сервера, в которые вы играли. Это тоже очень круто. Допустим, если вы поиграли на каком-то сервере, и бац, допустим, я не знаю, у вас не сохранился IP где-то или что-то такое, у вас всегда будет история входа и выхода, куда вы заходили. Не знаю, как это будет работать, условно, на той же пиратке, потому что под пираткой же вы можете играть с разными никами. Ну, блин, мы не поддерживаем, если что, пиратство. Если что, можете заказывать у меня, и я могу вам купить через свой аккаунт этот ключик для Хайтела. Так что пишите, если что, снизу есть ссылочка на мой магазин ключей. И условно какой-нибудь человек зайдет куда-нибудь и поставит там себе пароль. В общем, советую всем покупать лицензию, потому что видите, как обновляется игра. Да, это точно. И мне очень-очень нравится, что это добавили. То есть, правда, пока что мы не видим полный функционал, но это выйдет уже во вторник, и во вторник мы сможем полностью, так сказать, вкусить вообще полностью все это обновление. А следующая фишка... Ну, через неделю, можно так сказать. На самом деле, казалась мне супер-супер крутой, но я ее не могу сделать. И в этом есть несколько причин. Я вроде все попробовал, но вообще, в принципе, как это звучит? Теперь можно давать уникальные названия и описание отдельным стаком предметов. Здесь есть поддержка форматирования цвета, жирного текста, параметров, вложенные сообщения. То есть это, по сути, идеально подходит для всяких магазинов, да и, в принципе, RPG-систем. Но вы можете подумать, что, блин, вот это классное обновление, я хочу это попробовать прямо уже сейчас, потому что можно... Может, забагалось, кстати, такое может быть. Будет, допустим, в магазине сделать, что вот этот стак предметов стоит условно там 2 каких-нибудь адамантита. Но, к сожалению, как я спросил искусственный интеллект, как бы я посмотрел абсолютно все файлы и все, что сейчас есть в общем доступе, и попробовал, потому что никаких скрытых кнопок здесь вообще нету. Я вроде стаки смотрю, и выживание пробовал переходить, и в принципе попытался. В общем, это добавляется только через плагин, так говорит искусственный интеллект, и в принципе абсолютно все страницы сайтов, которые пока что есть. Если вдруг это что-то изменится, вы можете перейти в мой телеграм-канал, я обязательно напишу, если вдруг появится информация, как это делать. Но пока что, либо я не могу допетрить, либо это правда. Не, может, еще не добавили кнопку специальную для этого. Такое может быть. Так и есть, и искусственный интеллект прав, хотя на самом деле я в нем обычно не сомневаюсь. Поэтому грустно, но одновременно прикольно, потому что я думаю, что сервера, если это добавляется, по сути, в саму игру, ну, гораздо проще, наверное, это добавить на сервер, и сервера это 100% будут использовать. В общем, ждем это на серверах, как раз таки к ним было вот недавно обновление. А в прошлых снапшотах нам обновляли движение, и обновляли вообще, в принципе, систему передвижения и бега, то есть всю анимацию. И нам добавили вот такую штуку. Вы бежите, нажимаете G, и вы выбрасываете предмет, потому что раньше такого нельзя было делать. Да, нам добавили возможность выбрасывать предмет во время бега. Я тоже в шоке, что это, по сути, было нельзя делать до этого. Странно, кстати, почему нельзя. Вроде же этот пытался такое сделать. Обновление, но вот теперь можно. Ну, еще такое небольшое изменение, что нам добавили интерфейс для блокировки копьем. Вот вы блокируете, у вас все показывается, и вот как бы я так смотрю вроде... Не пользовался копьем, если честно, вообще. Я максимум булавой пользовался и луком, и все. На свою руку уже не смотрю. В общем, да, я думаю, что этот пререлиз нужен был только для того, чтобы добавили вот эту систему серверов. Я думаю, что это супер классное обновление. Правда, я его ждал. Я ждал его несколько пререлизов, и нам добавили его только сейчас. Но с уверенностью могу сказать, что это последний пререлиз. И я думаю, что в процентах, наверное, 50 я вот уверен, что это последний технический пререлиз и, в принципе, релиз. Потому что, как нам говорил Саймон, примерно неделю, может, назад уже больше,
Все, наконец-то он переводит разработчиков многих на контентное обновление. Нам наконец-то будут делать контент, и нам наконец-то сделают главы, по которым можно будет выживать. Очень-очень жду, когда это произойдет. Ну а пока что имеем, что имеем. Следующее обновление будет, по сути, самым большим в плане пререлизов. Раньше 9 пререлизов еще ни разу не было. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до этого конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в следующих видео по Хайтейлу. Посмотрим, что выйдет с этого, и посмотрим, как наш сервер выживет, можно так сказать. Насколько долго он проживет. Все, всем спасибо и увидимся в следующих сериях.